Хорошо и много тренируются многие боксеры, а побеждает тот, кто лучше сможет справиться со своей тренированностью, что невозможно это сделать без психологической подготовки. Со своим страхом необходимо дружить, и тогда он начнет сражаться на твоей стороне. Но чтобы найти с ним общий язык, нужно его изучить. Сейчас тренер подробно расскажет все нюансы и даст золотые советы на тему психология боя, подготовка к бою. Вам будет что переосмыслить, что-то изменить в ваших боях, в вашей подготовке. Возможно, вы больше нигде не услышите и нигде не найдете то, что сейчас мы расскажем вам. Бокс – это один из самых научных видов спорта. И изначально в его форму входит 9 наук. Ну, такие науки, как физика, математика, биология, химия, ну, они понятны. А вот такая наука, как, например, психология, в раздел которой входит и конфликтология, ее надо рассматривать с первых же тренировок. То есть знакомство уже начинается с психологией. Я бы сказал, что это наука о поведении человека, о поведении его души. Из чего состоит наша душа? 5 частей души. Первое – это, наверное, самоосознание. Это то, как человек сам себя осознает. Это его личная крепость, его личная позиция, то, каким он себя воспринимает. Если к этому рассказывать, вот мой тренер, первое, что меня потрясло, он спросил меня, вот есть 2 категории людей, сильные и слабые люди. Зачем нужны сильные люди? Тут первое, что приходит на ум, то, что сильные, наверное, должны защищать слабых. А что такое слабый человек? То есть это калека. Я встречал таких коллег, которые были невероятно сильны, просто учили меня, что такое сила. Наверное, не это. Наверное, то, что слабый человек – это вот пьяница. Это порок, это слабость. Наркоманы – это тоже как бы порок, это тоже слабость. И если рассматривать с этой стороны, то сильный человек нужен только для того, чтобы слабый не уничтожил мир. Сила – это ум, сила – это наша прозорливость, умение того, как мы можем выживать. Второе, после самоосознания идет ваш характер. Именно характер – это умение бороться с противоречиями, потому что бокс в своей основе – это очень противоречивый вид спорта. И там, где обычному человеку, кажется невыносимо, для боксера как раз это то место, где он начинает сосредотачиваться, где все его части мобилизуются. Там, где всем страшно, боксер может сделать шаг вперед. Усиливать характер можно через свое отношение к предмету, к изучению своего предмета. В характер очень много входит. Все это проявляется в тренировках, все это видно. И тренер должен изначально построить методику, опираясь на ваш характер. Потому что упражнения в боксе есть очень сложные, есть очень простые. И вот этим вот апеллировать, чтобы раскрыть характер. Не стремитесь к индивидуальным тренировкам, пройдите сначала групповые тренировки. Потому что все золото, оно в коллективе. И вот когда, например, вас ставят сильным, очень сильным соперником, а вы как бы слабый, то в боксе сильный учится всегда на слабом. То есть если вы сильному дадите сильного, скорее всего, будет просто рубка, драка, потому что каждый будет доказывать, что он сильнее. А когда сильный изначально стоит со слабым, ему не надо доказывать, что он сильный. Ему надо просто совершенствовать свои навыки, уже отталкиваясь от своего характера, передавая опыт, показывая слабому, что может делать сильный, подчеркну, это мастер-класс. Он показывает и учит через назидание. То есть это очень спокойный момент, когда чемпион вам объясняет, что вот вам надо поправить стоечку или вот здесь чуть-чуть пригнись, тебе это поможет.
но, безусловно, это работает и срабатывает это лучше. Никогда слабый не сможет научиться у как бы себе подобного. Он всегда должен смотреть на сильного. Чтобы успокоить сильного человека, его надо поставить со слабым, чтобы он все свои навыки проверил. Для слабого же это очень хорошая картинка, как нужно делать. Третья часть души – это наш ум или, скажем, наш разум. Очень важная часть в боксе, потому что, ну, как бы, если вы не умный, то вы не выживете. Самый главный и самый основной параметр в бою – это мотивация не выиграть или проиграть, а первое, что вам нужно сделать, это выжить в бою. И поэтому здесь расчетливость ума, она просто в разы должна быть разогрета. То есть вы должны знать все входы и выходы из тех ситуаций, в которые вас загоняют. И поэтому вся сложность ума – это много-много вариантов, которые вы должны рассмотреть. Даже если это варианты ущербные, вы все равно их должны рассмотреть. Но разница между «думаю» и «знаю», она просто невероятная. Пока вы думаете, вы тренируетесь, то есть вы ищете варианты. Но когда вы уже знаете, вы действуете. Потому что действие – это очень четкое, слаженное, ну, всем организмом, всей клеточкой мы должны действовать. Очень-очень точно. Изначально стратегия строится в голове. Это расчет. И ваша стратегия, она должна быть максимально умная. Потому что, еще раз говорю, если вы не рассчитаете свои силы или неправильно распределите свои силы, то, скорее всего, вы пострадаете. Очень интересно, но мальчишки в основном вот как раз на вот этом умном аспекте и буксуют, потому что из-за химического состояния, которое изменяет в том числе и сознание. Когда человек боится, у него очень быстро химические реакции внутри происходят. И мальчишки очень часто путают вот состояние адреналина со страхом. Потому что адреналин, по большому счету, это такая вещь, которая отключает сознание. Только для того, чтобы мы действовали именно знанием, то есть механикой. То есть сознание отключили, вам только одно понятно, надо бежать. И вы бежите в 7 раз быстрее, чем как бы вы можете бежать. Вот здесь очень важный момент. Надо перепрограммировать с точки зрения ума все ваши химические состояния, чтобы вы их очень хорошо знали. Потому что есть адреналин, да, он, безусловно, помогает. И это состояние, это первые 30 секунд, когда вы выходите. Потому что сердце молотится невероятно, все начинают как бы забывать программу своих действий. Вот чтобы этого не было, надо понять, что такое норадреналин. Норадреналин, он, например, не отключает сознание, потому что норадреналин отвечает за спортивную ярость или, как говорят, спортивную злость. И вот к этому привязаться надо тоже как бы уже умеючи. Вот, например, один из способов, который мне мой тренер как бы говорил, когда я очень сильно волновался и забывал программу действий, которую мне выставлял тренер на бой, он мне просто во время тренировки, когда готовил меня, подводил меня к мешку и говорил: вот бей мешок и про себя говори: вот сейчас, ну сейчас я повеселюсь. То есть сейчас я повеселюсь. И вот под этот веселюсь, как бы я вкладывал ту программу упражнений или серий, или там каких-то ударных комбинаций, которые просто, когда я выходил в бой, я сам себе говорил: сейчас я повеселюсь, и вся программа у меня с точки зрения вот норадреналина, она как бы, ну, я не забывал материал. То есть я как будто в тренировочном процессе все начинал делать с точки зрения уже максимума. Поэтому мозг, он должен во всех состояниях разбираться.
Это очень важно. И еще раз повторю, то есть здесь задача тренера, квалификации тренера должна быть ну, просто очень-очень высока. Потому что каждый тренер в первую очередь должен быть, обязан быть психологом. В самом начале очень важно изучить методику тренера, чтобы эта методика помогла тебе разработать твою собственную методику. Вот что такое психология. Почему мы рассматриваем все вот эти части души? Потому что важно человеку укрепить до такого состояния, чтобы он нашел в себе внутреннего тренера, который ему подсказывает, который ему помогает, который его наводит на точные, проверенные вещи. В начале пути это сделать очень сложно, потому что незнание предмета, непонимание некоторых вещей, некоторых защит, некоторых форм, то есть очень сильно как бы отвлекает. Четвертая часть души – это эмоции. Это то, как мы себя выражаем. Или наоборот, то, что мы прячем от своего выражения. Наша радость, наши слезы, наши страхи – это все эмоции. И вот хотелось бы поговорить по поводу страха. Страх очень интересная эмоция. Это как вот, недаром Каз Дамата, когда Майк Тайсону объяснял, что это как огонь, и он может как согреть тебя, так и уничтожить. Вот здесь, да, вот надо воспринимать страх с точки зрения безусловной дружбы. Надо изучать его, но изучить страх мы можем другими эмоциями. То есть эмоции лечатся только эмоциями. То есть другие какие-то вмешательства, они не будут такие эффективные. Поэтому если человек боится, его надо успокоить. И успокаивать надо тоже эмоциями. То есть первое, вот почему придумали боксеру учебно-тренировочную программу, чтобы в первую очередь успокоить боксера, чтобы убрать все вот эти вот грязные вещи, которые мешают ему, ярость, смятение, то есть паника, игрога, все вот эти вот вещи, которые приводят его в тупик. Просто он останавливается, он не знает, что делать. Вот что делает страх. Он не просто сковывает, он ломает всю систему защиты. Страх можно победить опытностью, то есть это точное знание ситуации. Когда тебе будет страшно, ты не сможешь оперативно думать. Ты будешь опираться на те вещи, которые хорошо протренированы, которые хорошо прокачаны. Первое, как побеждается страх, это сила. Если человек сильный и думает про себя, что он сильный, у него есть больше шансов, потому что он уже надеется на свою силу. Скорость. Если человек, например, быстрый, вот в течение тренировочного процесса у него как золото вылезла вот эта вот скорость. Он очень быстрый. Это тоже может придать тебе некую уверенность и страх преодолеть. Все ваши вот эти вот мастерские фишки, которые мы нарабатываем с точки зрения мастер-класса, да, вот футболист берет, мячик набивает. Зачем он мячик набивает? Чтобы чувствовать себя уверенным. То есть уверенностью мы побеждаем страх. Мужчина в своем начале должен быть воином. Воин – это такое состояние тренировки. Нету войны, а человек к ней готовится. То есть готовится к той войне, которой нету. То есть он все варианты просматривает. Будет вот так, будет вот так, будет вот так. Солдат чем отличается? Тем, что ему дали ружье или автомат. Стреляй. Он стреляет, патроны закончились, все. На этом война закончилась. Ружье бросил, убежал. У воина не так. То есть сам по себе склад и характера, и ума, и самоосознания ведет его вот именно в самое-самое интересное пекло. Там, где все отступают, он не отступит. И вот здесь умение совладать со своим страхом – это умение выжить. Выживать – это очень серьезный мотив. Если вы будете зарубаться, опять-таки же с точки зрения эмоций, я его сейчас порву, я его сейчас одолею, но это неправильное восприятие, то есть неправильная оценка вашего партнера, потому что ваш партнер может оказаться очень хитрым, очень прозорливым. Поэтому надейтесь, парни, только на те вещи, которые вы хорошо знаете, которые вы хорошо умеете. Еще раз подчеркну, мастер-класс, он нужен,
он и только он придаст вам уверенности. И ваш страх будет с вами как бы дружить, он будет подсказывать вам, где надо, чего бояться. Пятая часть души – это совесть. В совесть, вот, наверное, в совесть больше всего вложил сам Господь Бог. Потому что примеры совести – это вот как тот независимый судья, который в вашей жизни расставляет приоритеты. Первое, чему учат в боксе, ну, одно из первых, это вот такая дисциплина, как уважение. Вы должны научиться уважать своего партнера, несмотря ни на что, уважать своего тренера, несмотря ни на что, уважать своего секунданта, своего товарища по команде, который помогает вам настраиваться на бой. Вы должны научить себя сами этому, через свою собственную совесть. Поэтому, как вы видите, все 5 частей души, они вовлекаются в развитие человека с помощью такого интересного вида спорта, как бокс. Боксер изначально носитель высоких стандартов. И все эти высокие стандарты, они прививаются. Высокие стандарты, например, я никогда не опаздываю. Я всегда раньше. Почему? Потому что я чемпион. Чемпион самый умный, самый сильный, самый красивый. То есть это те требования, которые человек должен к себе подводить с точки зрения психологии. Я не могу опоздать. Почему? Потому что я чемпион. Или я не могу делать гадостей. Почему? Потому что я чемпион. Я должен показывать свои сильные стороны. А наши сильные стороны – это как бы, золото, серебро и драгоценные камни, которые скрыты в нас.